Борис Писториус обещает Украине военный, ну и заодно экономический прорыв, в котором, я полагаю, что эти ребята тоже будут принимать участие. Олег Анатольевич, вот эта история, она касается поставок из Германии дальнобойных вооружений, перемаркировка их на «сделано на Украине» и выдавание это под не западное, а украинское оружие. Или это здесь какая-то другая схема? Но, с одной стороны, действительно сейчас до 80-85 потерь военнослужащих с обоих сторон фронта – это от беспилотников. Поэтому деньги, потраченные на покупку и изготовление беспилотников, чрезвычайно эффективны с точки зрения обороны и нападения. Это с одной стороны. С другой стороны, мои киевские друзья воспринимают вот этих 5,5 миллиардов, выданные Германии Украине, как личную взятку Зеленского. Все знают, что оборонные контракты сразу же половинятся. Половина уходит в карман Зеленского и его окружения, а половину идет на производство. Причем они... Эти непрерывные скандалы с производством украинского вооружения, когда мины не вылетают, когда взрывчатое вещество не взрывается и так далее. Да, это постоянно, и понятно, что деньги будут в значительной степени разворованы. За что дали немцы такую взятку? Мерц дал взятку Зеленскому. Считают, что за то, что он не будет оканчивать войну, чтобы война продолжалась. Это личная взятка Зеленского. Но правительство Мерца вовсю вообще старается перехватить опеку над Киевом. Они дерутся между собой, Британия, Франция, Германия. Ну вот, в частности, канцлер Германии исключительно ради Украины, не замечая своих собственных экономических проблем, слетал тут давеча в Вашингтон. На ваш взгляд, результаты этого визита? Очень многие средства массовой информации пишут о том, что вот эта украинская миссия провалилась. Как вы ее оцениваете? Да, над ним смеялся и в Германии, и на Украине. Обратите внимание, пресс-конференция, которая была у Мерца, у Трампа. Из 30 с лишним минут пресс-конференции Мерц говорил 3 минуты. Все остальные вопросы были Трампу. Трамп на все просьбы и предложения Мерца ответил отрицательно. То есть, да, он слетал негативно, да, он не добился своего результата. Но, тем не менее, они до сих пор поддерживают Украину, и деньги выделяются, как мы с вами говорили. А вот на ваш взгляд, какую опасность для верхушки киевского режима несут те самые 100 американских аудиторов, которые отправлены Вашингтоном для контроля за использованием полученной от Соединенных Штатов помощи? Есть такая история, о ней рассказывают в Киеве, знаете, но пока документальных подтверждений о том, что все-таки они отправлены, нет. Я это могу сравнить, знаете, это не первый раз возникает такая информация. Это как дети в детстве рассказывают, есть черная комната, где лежит черная рука. Это ужас. Да, они пугают друг друга, вечерами собираются под одеялом, рассказывают. Вот точно так же пугают друг друга украинские чиновники вот этим аудитом, который приедет из Соединенных Штатов. Они этого боятся до дрожи, до беспамятства. Это тихий ужас, кошмар, о том, что приедут американцы, 100 аудиторов, и распишут все, кто сколько украл, и каждому воздадут должное. Я хочу сказать, что в этом и нет такой большой необходимости. Я очень хорошо знаю Украину. Там все всегда все знают. Кто, где, сколько украл, на чем, куда перевел, во что вложил. Все это известно. Я просто знаю, какие пакеты документов по разным каналам друг на друга недоброжелатели отправляют в Соединенные Штаты. Вся информация есть, многократно перекрываясь, причем от разных источников. Уже в 100 раз все на всех доложено, и все это лежит у Трампа на столе, у ЦРУ и в других
структурах, в юстиции. Все просто ждут отмашки от Трампа, а он почему-то ее не дает. Уже готовы все пакеты для того, чтобы ввести санкции против окружения Зеленского. И Зеленский об этом знает. И окружение Зеленского об этом знает. Именно поэтому Зеленский подписал сделку по природным ресурсам Украины. В жизни бы не написал, если бы не было такого рычага давления. Он боится не прекращения там, не уход от Трампа из сделки, из разруливания конфликта. Он не боится не прекращения военной помощи, пока денег и оружия у них достаточно. Он боится того, что ударят по его ближнему окружению. Это самый страшный страх Зеленского и его окружения.